Все, что не строил Бог, будет разрушено. Творец. Все, что не строил Творец. То есть вся эта система вещей выстроена по принципу зла, будет разрушена. И это работает, это можно наблюдать и на физике. Например, если какое-то сооружение или дом строится без соответствующих разрешающих документов, соответствующих инстанций, тогда могут даже власти приказать разобрать этот, или делать документы, или разбирать то, что они настроили самовольно. И вот такая же судьба должна, она предписана этому мосту, На Крымскому территории мосту. Украины Да, потому получается. что он должен был быть построен согласно документам украинского государства, потому что это на территории Украины. Я уже не говорю о том, что Крым был незаконно аннексирован. И естественно, что Крым и все эти аннексированные территории, они будут возвращены. Но вот интересно, что за взрыв там произошел. Мне это очень интересно. Кто организовал, да. Кто организовал? Ну, смотри, уже очень много разных для чего? версий. Нужно посмотреть, как это вообще возможно, чтобы рухнул мост. 3 или 2 пролета упали в воду. То есть из чего этот мост сделан? То есть там было нарушение правил. То есть такой мост не так-то просто и уронить. Антоновский мост бомбили и бомбили целый месяц, если я не ошибаюсь, или 2 месяца, и делали только дырочки в нем. Как такие прилеты, и только дырочки. И эти дырочки российские залатали и дальше поехали. Наши снова побомбили, снова дырочек наделали, как решето, а мост как стоял, так и стоит. Вот. А этот мост, как это вообще возможно? Мне это интересно. Я видела, в Нью-Йорке есть упавший мост. Мост весь упал. Вот. Его разобрать дороже, чем построить. И построили новый мост, а этот так и валяется. Как память. Как памятник халатности, безответственности и ошибок. Вот. Ну и есть такие мысли, что это везли в этом грузовике, который взорвался, селитру, одни говорят, другие говорят, что дроны везли, чтобы убивать граждан, мирных граждан Украины. Хочу посмотреть, может, это просто госпожа Карма посетила этот мост, а она же такая девушка. У нее все должно быть чин-чинарем, все по правилам, все правильно. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Ну, я вижу, кто-то стоит, как будто бы на берегу, с каким-то пультом управления. Хорошо, отсоединись от этого. Найти в эфирном пространстве Керченский мост. Так, вижу. Расскажи, Я как ты вижу, видишь. как будто бы я вот, знаешь, скажем так, со стороны севера смотрю, вот в ту сторону, и вижу этот мост. И вижу, что по этому мосту движется автомобиль, и у него вот это как флаг российский. Автомобиль как фура, Ура, да. ну, такого светло-серого цвета, такого, Да. ну, или желтоватого, вот такой, ну, не белое чисто, ну, такой светлого цвета, а на нем это как флажок, это российское.
Ну, Да. автомобиль принадлежит РФ. Сейчас я посмотрю, потому что проявляется этот человек, который стоял как бы на берегу. С пультом. Сейчас я вижу, что он стоит с пультом, и по отношению к этой фурии и к этому мосту он находится как в секторе магии. Считай информацию, кто он. Я слышу как ФСБ. Да. Интересно. У него как пульт, как джойстик такой. Сейчас я посмотрю в момент взрыва, что он делает. Я вижу, он нажимает на этом джойстике красную кнопку. И, и взрыв получается. Что именно взорвалось в этот момент, когда он нажимает на пульт? Я слышу селитра. Сейчас я Фури в посмотрю. этой, да? Да, но там что-то спрятано внутри. И Что спрятано? сейчас я посмотрю. От того, что там спрятано, вот такой идет как дуга к этому человеку. Я слышу дрон. Виктория, считай информацию. Зачем был организован этот взрыв? Цель этого взрыва на мосту. Я слышу детонация, провокация, сил Считай информацию. сопротивления. Чья провокация, на что она направлена? Я вижу, это русский флаг. Там, где этот человек с джойстиком стоит. Да. Да, считай А, информацию, кто стоит за этим взрывом, кому это нужно. Я вижу, что появляется как связь в сектор принятия решений. Там такой круг какой-то, как будто золотой. Считай информацию, что это за круг. Я вижу, там появляется как будто из золота, как монета такая. Слышу Путин и вижу его. Мгм. Его лицо как будто бы на монете выгравировано. Ну, как монета, как Да. лица этих полководцев там или кого-то еще. И от этой штуки сектор интерферентов есть подключка. Вижу, Кто находится в секторе интерферентов, я приказываю проявиться. появляется, прям слышу дьявол, и вижу такая фигура огромная черная, как будто бы идет, и почему-то у него распоротый живот. Внутри этого живота что-то такое более светлое находится. Там оно считывается, вот так слышу, бляха, как будто такой металлический, типа серебряный цвет, как крышка в цистерне. Мгм. Вот. Что это за цистерна, Виктория? Ну, это как нефть какая-то, бензин, что ли. Оно считывается как грязь, отходы его жизнедеятельности. И я вижу, как мчится поезд, Да. и тоже на нем как флаг России, типа. Как этот поезд связан тоже с дьяволом? Поезд находится на этом мосту. Мгм. Так и слышу, Керченский мост. Организатор этого взрыва, самый основной, получается, это дьявол? Ну, это, скажем так, духовная составляющая этого, оно идет как сопротивление. Вот это как служба ФСБ. Сопротивление кому или чему? Считай информацию. Грязи. И я вижу вот этот диск, который в секторе принятия решений, как будто бы вот этот человек, который стоит с джойстиком, как нож воткнул в голову этому изображению
этого Путина и вот так разрывает его, и течет эта нефть. Мгм. Слышу знак превосходства над Мгм. нацией украинцев. Сама эта монета, да, в которую он воткнул нож? Нет, Знак это вот превосходства. это нефть. Это нефть. Мгм. То есть сейчас Мгм. я расшифрую, я вижу, как это разливается по канистрам, а, в танки заливают. Мгм. А, и когда я вот смотрю на этого человека, то я вот и слышу, что это пункт сопротивления. Мгм. Всему этому режиму, да, который сейчас правит в России. Да. Там еще есть в воде что-то, подводник. Я слышу, я это еще услышала перед сеансом, услышала вот эти, знаешь, как погружение в воду и эти бульки, буль-буль-буль. Мгм. Я вижу, Читаю что информацию, да, там что-то в воде они еще устанавливали, да? там есть человек, который ам, под водой, М. и он что-то положил. И когда я смотрю, я слышу детонация. Мгм. Так, чего детонация? Читаю информацию, чего детонация. Моста. Мгм. Я вижу, что оно вот так как-то эту опору моста вот так накренило Мгм. и упало. Так, и я вижу, что эта штука, она тоже связана с этим пультом управления. М. То есть это диверсия. Да. Но это диверсия со стороны России. Мгм. Получается, это внутреннее сопротивление уже, да, идет? Ну, я не знаю, что там идет, но я вижу то, что я вижу. Мгм. А читая информацию, почему мост так легко разрушился? Слышу вот так. Две причины. Первая — это вот эта детонация, а второе я вижу, как инженер как бы стоит и чертит. М. Такой лист большой и чертеж будущего моста. И что в этом Я чертеже? слышу ошибка времени. И я вижу, что вот эти колонны, они стоят, как будто они вот так выглядят, как колонна, вот эти быки. И Мгм. на такой, как будто бы залили бетоном или чем-то, насыпали. То есть там такая почва, как жижа, буквально считывается. Мгм. Вот там как бы разлом какой-то. Вот идет красная полоса, и на этих вот стоит, это как пальма растет. Пальма тоже так растет. Маленькие корни, вот так вот кучкой, и длиннючий столб. И порывы ветра очень легко их вырывают с корнями. И я вижу, что когда произошла эта детонация, то ам, обрушился мост, потому что эти колонны, они задвигались Мгм. из-за того, что стоит я слышу, жидкой почве. А можешь считать информацию, как взрыв на Крымском мосту повлияет на войну в Украине дальнейшую? Ну, я вижу, что я слышу, башня рухнет, какая-то башня. И я вижу, что вот эта типа монетка золотая, Мгм. как будто бы я вижу рука, как будто бы это Путин сам себя кулаком вот по голове ударил. М. Считай Вот, информацию, какая башня рухнет. Вавилонская. Считай информацию, как Вавилонская башня
связана со взрывом на Керченском мосту? Она не с Керченским мостом и не со взрывом связана. Она связана с башней. А башня — Мгм. это, я слышу, садистское мироустройство, то есть садистское мироустройство. И оно вот М, связано вот с этим, дьяволом, с этим распоротым да, животом. да. То есть это в нем программы. Вот я посмотрела этот распоротый живот. Это вот, принцип эзотерики — всегда залезть вовнутрь, а, то есть зайти как бы внутрь вместо того, чтобы исправить ошибку. Я вижу Мгм. это как программа самоуничтожения. Вот оно что. Замечательно. Самоуничтожение. То есть это Вавилонская башня, интересно. Это символ вот этого, вижу эту Вавилонскую башню. Это как пиндер у этого дьявола, который, вот это все мироустройство этой садистской системы вещей. Да. Вот, и во главе там стоит, я вижу, ну, так и слышу, Путин. Там вот Мгм. эта копеечка, звезда пятиконечная, как будто вершина, кремлевской, башни этой. Мгм. Вот. И вижу, как этот человек, который стоит, на берегу, он как в секторе магии находится по отношению к этому. Он берет и, скручивает как леску, как будто бы словил, на крючок эту Мгм. башню и ее вот так нагибает. Я слышу, Мгм. что это внутренние конфликты. Да. Вот. Этой же системы. Это процесс самоуничтожения дьявольской М. системы вещей. То есть, есть, как, 2 управления, скажем так, общественным строем или, человеческим обществом. Вот. С одной стороны, это руководство первоисточника, первотворца с его конами жизни. И другое — это противоборствующие. Это вот этот, ну, как мы говорим, там, антимир или дьявольская система. Вот Мгм. это как антагонист, к Мгм. управлению светом. Это Мгм. тьма, да. И у них запущен уже процесс самоуничтожения. Он, не то что уже запущен, он был вложен при самом начале. Была эта ошибка, ошибочное мнение. То есть, когда только зародилось зло, оно зародилось вот, на лжи и на противоборстве. То есть вот Мгм. эта конкуренция и привела. Интересно, это библейская вавилонская блудница. Кто это? Есть ли Считай аналог к информацию. этой ситуации? Да, считай информацию. То она. Мне идет вот так, что это, элита. Я вижу, Мгм. что это элита. Оно так и мне идет. Вот чтобы я, вот я задумывалась много, кто это, но чтобы эта элита была, которая встроена в эту систему и выполняет это руководство этого дьявола, то мне такое в голову, конечно, не приходило на уровне сознания. И я вижу, что, э, м, это и кремлевская пропаганда, и Папа Римский, и военные, и Путин, и его это, олигархи. И если взять Да. в масштабах всей планеты, это, короче, все эти, организации, люди, и которые служат интересам, уничтожения Мгм. человеческой, души, интересам дьявола.
Эти Мгм. религии, эзотерики, которые буквально как разбирают, залазят вовнутрь, чтобы что-то настроить. То есть они пытаются механизм, который ну, и искалечен как в самом своем содержании, что-то там перенаправить, что-то там что-то там украсть, откуда-то вытащить, Мгм. куда-то затыкнуть какую-то прореху, но не, а, ну, другими словами, это вот оно все еще называется, вот я слышу, как глобалисты. Мгм. То есть те, которые глобально так, кто? Давай посмотрим, кто такие глобалисты в общем. Да, считай информацию, кто такие глобалисты. Я слышу, они находятся в секторе магии, Мгм. низменные сущности. Низменные сущности, и я вижу, что это как раз являются как эти духи или программы, это как убеждения этой элиты, которые толкают их на жестокие поступки, садистские идет. Считай информацию, кто хозяин этой элиты. Так, какое-то существо, вот это с распоротым животом, я слышу дух времени. Мгм. Отстрочить. И это имеет какое-то отношение именно к этому мосту. И я вижу, что так сработала как карма. Вижу, что когда мост был на стадии закладывания в Мгм. проекте, то уже он был, в нем была заложена ошибка, Мгм. ошибка проекта и ошибка назначения. То есть в назначении этого моста была ошибка вложена и в проектировании. То есть назначение это как духовная составляющая, цель, и проектирование это уже на физике. Интересно, какая ошибка, какая цель была. Да, считай О, информацию, какая цель. я вижу буквально как черная такая стрела и слышу уничтожить Украину. Мгм. И вся Украина, вся территория Украины как будто заливается, я слышу, грязью, Мгм. которая выливается вот как бы из этой стрелы. Мгм. Морок, мрак. Виктория, считай информацию, что отстрочить. Время падения. И я вижу, что эти две ошибки были заложены в самом как бы, что касается моста, и он рухнул. То есть это карма. И также это касается управления этой Вавилонской башней. Ам, Этот сияющий людоед, который наверху этой. Он почему-то такой Мгм. страшный, с таким черным языком, этот лик Путина. Ам, Мгм. А черный язык тянется вот так, такой волной а, в сектор магии. Виктория, кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться в его пространстве. Так, в секторе магии появляется Сталин, считывается как организатор какого-то концлагеря. И вижу территорию СССР, и как будто она вся черная, а там кто-то вот так лежит, такой светлый лежит, как женщина. Считай, да, считай информацию, кто это лежит.
Я слышу дух России. Мгм. А что это за дух России? Да, считай информацию, что это за дух России. Я вижу, вот так идет, как... так, сейчас я считаю. Почему-то идет на территорию Украины. Слышу дух Европы. Мгм. Что это значит? Я вижу, она, эта женщина символическая показывает, что у нее платье как будто бы с таких кусков, лохмотьев разноцветных, как будто бы куски такие, какие-то как латки, заплатки. А Мгм. внутри она, я вижу, считывается, что это Украина, но она лежит на территории СССР. Ноги у нее вот там, где территория Украины, Киев, а голова, Мгм. где Курильские острова. Вот так мне идет. И она такая Мгм. огромная лежит. И все ноги у нее запутаны. Вот. И я вижу, что там а, в секторе магии находится, я слышу, кончака. Мгм. В секторе Она магии. дала, да, она дала смешанное потомство. А, я слышу между, богами и потомками упыря. Мгм. А этот упырь, вот этот, это он и есть этот упырь, это, этот, как дьявол с распоротым животом, и он вдруг посмотрел на его этот, живот. И снова, а там какая-то бляха. А что за бляха? Смотри, что это за бляха. Сейчас, как сейчас я найду это звено, эту цепочку, где эта кончака. Сейчас я посмотрю. Да. М. Я вижу, как она рождает, какого-то ребенка, и он вот так, как семечко, как семя, вот так переходит как-то где, во главу, там, где Курильские острова. Мгм. Я слышу начало империализации. Мгм. Так, а что такое империализация? Да, что такое империализация? А, я вижу, что какой-то импер, Мгм. это вот этот людоед, упырь. Мгм. Одно и то же, импер и упырь. Мгм. Ты понимаешь? Что это одно и то же, то есть это разные звучания одного понятия. Имперь, упырь. Вот, это дьявольская система, и это программа саморазрушения. Это управление. Я вижу, как, дьявол восстал против, всех богов и против всех творцов, и против всей вселенной, и против власти жизни, как он вот буквально как вздымается, вот, и во главе вот эта звезда. Ну, как у Верки Сердючки эта звездочка. Мгм. Вот. Это единоличное управление. То есть на физике это, то есть на эфирном плане, в тех измерениях это проявилось впервые вот этими замашками упыря, то есть пожрать то, украсть то, что ему не принадлежит. То есть власть Мгм. во Вселенной принадлежала первоисточнику, первотворцу, тот, кто все сотворил. Вот. А он хотел побеждать, я слышу.
и украсть то, что он не творил, то есть славу первотворца и встать даже выше. А на физике, то есть это такой как многомерный слой, и через в эфирном пространстве все оно в одном времени висит. То на физическом плане это проявилось в империях, в имперских. И я слышу истукан. Этот в библейских истуканах каких-то. Сейчас я посмотрю, что это. Да, посмотри, что это. Так, я вижу вавилонского царя Навуходоносор, который, у него эти черные программы, которые как будто бы дух в него вошел, и он, я вижу, как землю роет руками, и ест эту землю. Сумасшедший, да, сумасшедший. И я вижу, как этот образ вот так плавно переходит на этого. Что такое? Вижу Путлера, слышу Илья, Сталин. Почему так, Виктория? Почему ты Сейчас я видишь Путина? посмотрю. Я слышу неизбежность, поражение зла. И я вижу, что в секторе магии находится по отношению к этой Руси или Россия. Россия, Русь, Украина. Вот находится вот Илья тоже. То есть он как вот как имперский, как имперское звено. И вижу там Тараса тоже. И всю династию. Я слышу королей Морока. И закрутился такой вот, как портал времени, и сидит эта кончака. Она узбечка мне идет. Да. Она сидит там. И я вижу, что она подвержена была этим. Я слышу культу дьявола. То есть, и она родила этих детей и совместила, как бы заложила основу совмещения культа дьявола, и я слышу и божественного духа. Вот. Виктория, а можем мы поработать с эфирным телом Руси, которое лежит? Да, сейчас я вижу, что я попала в ее, я слышу сердечная чакра, а это вторая чакра. И я сейчас хочу посмотреть, что там находится. Я вижу, что там как черное пятно, и слышу кончака. Виктория, спроси Дочь разрешения упыря. у Руси поработать с ней для нее. Она говорит, я же тебя просила. Я думала, что есть- это Рефия меня просит, а это Русь меня просила поработать с ней. То есть согласие на свое дает. Да, она дает. Хорошо. Тогда посмотри, что в ее сердечной чакре находится. Она мне показывает ее сердечную эту чакру, где дух живет. И она говорит, они изменили времена, эпохи, и эпохи и смыслы. И показывает, что в грудной чакре у нее вот такой как механизм. Что это за Ну механизм? теперь понятно. Вот у тебя вытаскивали сегодня? Вот почему мне снилось, что этот сеанс я должна с тобой пройти. Потому что сейчас я посмотрю, это механизм. Так, сейчас, одну секунду.
идет отсыл ко второй чакре. Она вторая называется, вторая сердечная. Это какой-то перехлест. И там находится вот эта кончака сидит, которая заложила основы империализма. И я вижу, что они как бы это тело Руси связали по ногам, основывая, ну, это понятно, это пропаганда вся, строится, что Московия или СССР или РФ или что там, это как потомки типа Киевской Руси. Но я вижу, что она вся, что это не так. Сейчас я посмотрю на эту вторую чакру. И когда я смотрю, я снова уже второй раз услышала Зеленский. И это кончака. Вижу, что в эфирном плане осталось как бы его семя в ее лоне, эти программы. И я его вот так, ну, я президента вот так растормошила, ну, это как будто бы это какой-то, я не знаю, то есть очень грубо вот так растормошила, он как будто бы спал там. И он встает, Зеленский, глаза протирает. Я ему передаю информацию. Да, И он так что за лоб. не все забрал. Я передаю ему информацию об этих всех искажениях, об этих всех мытарствах Украины, Руси, России, потому что греки называли Русь Россия. И что он сделал, я вижу, хочет ли он отменить его решение. Вообще, я вижу, он идет, как будто бы вот с такой палкой, длинная палка и болото такое. Я слышу топь. И он там этой палкой ходит и ищет. Считывается место обоснования. Вот он пришел, он как бы пришел, а он как князь киевский, он принес Киев туда, я слышу. То есть он как бы свою власть, свою энергию божественного Киева принес туда, на эту топь. Это как такие болота. Я вижу. Гиблое место. Он Вот. видит это, куда он принес свою энергию, Киев, и что за этим Он последовало. видит, и я вижу, что он, вот эта кончака сидит, а он ее вот так берет, и платье это такое вышитое, поднимает и смотрит, что у нее там между ногами. А у нее между ног что-то находится. А у нее между ног находится этот черный пиндер этого дьявола. И он считается уже, сейчас как это быстро объяснить, потому что эта информация очень быстро вся. Он считается как будто уже не муж, потому что она уже не девственница по этим программам. Я передаю, чтобы он отказался вступать, если он хочет, в супружеские отношения с этой кончакой, забрал все его семя оттуда и, ого, он это делает. Я вижу, как много-много таких сияющих, как искорки, к нему возвращаются прямо, вот я слышу, в лоно. А его доблестный друг, я вижу, через потерю этих энергий, как бы как струна натянута, и в сектор интерферентов. А там
слышу вот эти, как гнездо, и его эти птенцы, эти деточки, скажем так, будущие, да, его эти живчики, как птенцы, Мгм. и эти черные вороны кормят этот внутри живота этого а, эгрегора, скажем так, или этого сознания, Мгм. этого дьявола. И я ему передаю, чтобы он забрал. Пусть эти, а эти птенцы вот так изрыгают с их клювиков эти черные энергии, и лапки эти черные освобождают, я передаю им, и они как ангелы. А это все души. Они сначала были как птенцы, а сейчас они как огромные ангелы оттуда вылетают, чтобы он забрал его энергию и разделил род священных душ от этих мертвых демонических программ. Я вижу, как он вырастает, становится огромный, и вот так эту черную стену всю отваливает, и вот эта Мгм. железячка, блешанка, эта бляха, которая была, Да, она да. вот так, знаешь, как крышка упадет иногда Мгм. из кастрюли, и так она дребезжит, пока там, Дребезжит. вот. И она Мгм. так покатилась и в сектор интерферентов, в сектор магии, и уходит. Я передаю Зеленскому, чтобы он полностью, и он тоже вот это делает, такой, и Мгм. с него эта черная энергия выходит, и он выходит как ангел. На голове какая-то у него шапочка. Что это за Сейчас. шапочка? Шапочка какая-то, я слышу, тюбетейка Мономаха. И я вижу, что она принадлежит какому-то узбекскому этому упырю. Мгм. Вот. И он с нее смахивает пыль, и там образуются такие, как золотые, проступают сквозь это, вот так выходит что-то истинно золотое. Мгм. И я вижу, так, сейчас я считаю, оно считывается как по-українськи слышу розуміння, процесів Всесвіту. Понимание И процессов, да. да, Всесвіту. И он, вижу, поднимается вверх, и с него вот эти из глаз, эти черные подключки, я ему передаю всю информацию, спрашиваю разрешение, можем ли мы для него, Потрудиться с ним и для для него. нашего Всесвіту потрудиться. А он говорит, ага, ну хорошо. Да, он разрешает. Я передаю, чтобы он очищал его все пространство, расколдовывал. Мгм. Я вижу, как Украина встает, Русь. Она так и звучит, Мгм. Русь, Россия. Она встает, Мгм. и вот эти веревки все распутывает, этот пиндер с этой звездой наверху, пум, вот так согнулся и упал. И эти подключки я приказываю этим всем, и, этому Путину, и Илье, и всем этим Да. Петру Первому, и Екатерине, и Николаю Второму, всем этим императорам, м, Забирать все, вампирам, да. имперским. Да, они идут как Моё. имперы или вампиры. То есть они переделали Мгм. имперы, вампиры, это одно и то же. Чтобы они забирали карму. И я вижу, как эта символическая девушка вот так встает, и с нее вот так, как все. Я ей передаю, что Мгм. она избавляла свое эфирное тело, наша Русь, Украина, Россия от всех Чужеродных привязок, воздействий. подключек, чипов, имплантов и освобождалась. И я вижу, она поднимается вверх, как первоисточник, такой, как солнце светит. Она что-то Мгм. пишет. Она Да, что пишет она пишет? декларацию свободы.
Мгм. Я передаю ей, чтобы она освободила всех своих сыновей и дочерей, всех творцов ее живой реальности, всех, кто живет по конам жизни, процветания, по конам нашей, а, слышу, золотой вселенной. Почему золотой? Почему золотой? Да ты не представляешь. Надо же. Расскажи. Короче, вот как золото не вступает в контакт ни с одним элементом, М. оно нейтральное. Точно так же наша Вселенная, то есть она свободная и чистая, не вступает в контакт, к ней ничего не присоединяется. Вот это негативное, то есть оно как эм, вот эта биполярность, то есть это другое поле, эти низменные поля, они не соприкасаются, они не могут взаимодействовать с ней. И я передаю нашему Всесвіту, Украине, Руси, чтобы она наполнялась этими энергиями золотого Всесвіту и отсоединялась от всех демонических конструкций, чтобы она расторгала все ее контракты. Я вижу, буквально она как зубами разгрызает пуповину. Вот оно что, к этой кончаке, которая находится в Мгм. секторе магии. И я вижу, как с этой пуповины выходят, я слышу, дети Творца, Мгм. вот эти боги, и они становятся на место, где стоял вот этот, типа золотая монетка, этот Путин. Мгм. С Путиным. Мгм. Так, очень хорошо. Я Да. передаю информацию нашему Всесвіту, чтобы все живые души собирались на клич Всесвіту, первоисточника, первотворца, Мгм. отсоединялись от эгрегоров. Я слышу вот так, эгрегориальных систем, потому что все эгрегоры Мгм. принадлежат антимиру. М, И рождались заново, рождались в своих новых вибрациях, в новом божественном совершенном мире. М. И что ты видишь, Виктория? Я слышу все по-украински, только я это перевожу на русский язык. И когда я Кончака смотрю, ушла в пространство Руси. да, Кончака ушла, и я вижу, как ее энергии вот такие, как будто крышечки, вот так какие-то коробочки раскрываются, и все уходят. И я вижу, как этот Керченский мост вот так разрезается, ну, по этой границе, которая разделяет Украину и эти лоскутики, вот оно что проявилось. Я хочу сказать Россию, но язык же не поворачивается врать, потому что РФ это не Россия. Это как сборная всех этих народов, наций, которые как лоскутики находятся на одежде. Ты здесь? Да-да. И я передаю информацию каждому национальному, я слышу, воображению, то есть этому творческому национальному а, субъекту а, сознания, да, Да. информацию об освобождении. Я И что слышу происходит? о конце времени Кончаки. Да. И что ты Вот, видишь? чтобы они освобождались от этих духовных так называемых скреп, я вот так слышу, антимира, чтобы освобождались божественные их души и сбрасывали себя в один момент безболезненно, чтобы они просили прощения у Всесвіту, у первоисточника и помощи освободить их национальные субъекты божественных душ каждого народа
Мгм. И пусть отдают карму антимиру, хватит уже терпеть потери, убийства и смерти. Каждый народ — это уникальное. Я вижу, что каждый народ, я слышу долото. Это как Мгм. инструмент, который раздолбит и Мгм. разобьет эту чужеродную матрицу и этого имперского вампиризма, этой садистской системы управления. а, Я слышу субъектами поражения. Вот это. А, Вижу, что вот эти все программы, а, это слышу поражение. Это как будто вот эти души народа или общественные, как это еще сказать правильно, но оно мне идет как душа отдельной нации, она как будто бы в коробочку взята вот этими программами поражения. Мгм. И я передаю, чтобы они информацию, чтобы они убирали страх и все привязки к этим чужеродным черным программам магии и выталкивали с их пространства эти программы поражения и наполнялись истинной победой и забирали Да. все их божественные души, все их части с антимира и возвращали себе суверенность, благополучие. М. Вот когда я смотрю национальный субъект, и вижу, как они все вот так вырастают и становятся свободными, и вся планета освобождается. Вот видишь, вот сейчас, то есть как можно посмотреть в будущее? То есть нужно проработать Мгм. прошлое, М. восстановить настоящее, и тогда вот будущее будет таким, каким ты хочешь, чтобы оно было. Да. И вся Которые планета Земля да. освобождается как М. отдельные шары. Это вот отдельные национальные, Мгм. как души. Души. Мгм. Это Чудесно. каждая нация — это отдельный национальный субъект. Мгм. И чищу все наше божественное личное и общее пространство, запрещаем антимиру, этому дьяволу, ам, вторгаться в пространство живых душ, Да. порабощать их, восстанавливаем коны священной вселенной, коны М. духа, коны жизни, процветания и гармонии. Мы признаем признаем власть первоисточника жизни, гармонии и процветания и запрещаем в нашем священном пространстве управлять демоном, деструктивным структурам, эгрегорам, властям, приказываем им же забирать карму и убираться Да. прочь. Да, из нашего светлого пространства. Моста не Ш будет. Украина свободная. Все М. государства, которых поглотила вот эта конструкция РФы, Мгм. они освободятся, они свободны, и Да. все зацветут, и все будет хорошо, все будет мир, уже все есть мир, побеждает любовь, гармония, процветание. Прекрасно. Вижу наша Русь, Россия, она нам руки пожимает, что мы с ней поработали. Очень интересно. Мы Да. благодарим Мы сев ее, что она пришла к нам и попросила Да. нас. Мы благодарим первоисточника жизни и гармонии, что он нам доверил такую важную работу, такой труд, Да. Благодарим. что Хорошо. мы, да, Отсоединись да, от отсоединяюсь. Руси. Мгм. Да. Поднимаемся в самый верх.
проверяй свое личное пространство. Да. Так, очисти от всего чужеродного, закрой все Мгм. порталы, Да. наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, радости, благополучия, молодости и достатка. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Посмотрели Вот. мостик, взрыв на мостике. Здорово. Мостик посмотрели. А мне вот только выходила я, и мне пришло, когда война началась, то я как душу свою положила в Украину, часть души. Мгм. А когда вот мне приснилось, ну, я слышала Россия. А Россия это так греки называли Русь. Они так и писали Мгм. Русия. Это было официальное название. То есть они так называли в официальных документах. И вот Петр I, вот, он захотел, ну, это программы, очень интересный сеанс, это уже так видно, как эти программы движут. И любая империя, любая абсолютно империя, вот она пытается захватить земли, украсть, смародерить, Мгм. и взять вот эти эзотерика, вот пришло мне понимание сейчас, да, вот эти ложные религии, эзотерика, они работают по тем же принципам. Мгм. Разодрать, разорвать. Точно так же работает агрессивная медицина, операции. Если бы человек вовремя обратился к самому себе, если бы он восстановил свое духовное равновесие, ему не нужны были бы операции. Мгм. То есть не надо было бы скрывать целостность физического тела. Все эзотерики работают именно по этому принципу вытащить, образно говоря, кишки из середины, что-то сделать, что-то куда-то понасильничать, вместо того, чтобы деликатно, не причиняя вреда ни себе, ни окружающим, ни Вселенной, исправить ошибки. Если взять Библию, то тема очищения проходит, как говорится, красной нитью. Это единственная тема очищения и возвращения власти первоисточника, первотворца в наш мир. Мгм. Так Да, что чудесно, что это сейчас уже проявляется все, и все это это. проявляется, да. Да, Чудесно, благодарю, благодарю Виктория. тебя.